Да, волна популярности сериала «Слово пацана» пролетела мимо меня, и я не успел ее оседлать. А на ютубе уже есть люди, которые тоже додумались сделать игру по этому сериалу. Не думал, что найдутся такие же гении, как и я. Но в любом случае, я уже загорелся идеей и попробую ее обыграть по-своему. Поэтому приготовь свои глазки и погнали! Сейчас я расскажу тебе, как я за 5 дней придумал историю, собрал персонажей и локацию, научил главного героя драться и уклоняться, врагов нападать и извиняться, но все по порядку. История будет от лица Чушпана. Не ожидали? Мы будем бегать по двору и пинать пацанов направо и налево, осуществляя месть Чушпана. Правда, всего лишь во сне. Но хотя бы так. И теперь, когда я рассказал вам основную историю, погнали создавать нашего первого NPC для игры. Пусть это будет кто-то забавный и узнаваемый из сериала. Придумал, это будет лампа. Нам нужна 3D модель. Идеально было бы найти ее на просторах интернета, но как бы я не искал, видимо 3D модель ребенка в пальто и джинсах еще никто никогда не делал. Придется моделировать самому. У меня есть некоторый опыт в блендере, плюс я нашел прикольный гайдик, в котором как раз таки делают пузатого пацана. Куб будет головой. Дальше создаем шею и тело, экструдируя нашу голову. В целом, если тебе интересно посмотреть полный гайдик, я оставлю его по ссылочке в описании. Добавляем руки и ладошки, затем ноги и пятки. Теперь очередь дошла до пуза. Делаем его максимально приятным. Главное не перестараться и не превратить пацаненка в пивную бочку. Добавляем жопку для баланса пуза и можно сгладить поверхности, добавив полигонов. В этом деле главное не переусердствовать. Чем больше полигонов, тем сильнее модель нагружает наше устройство. А если честно, то я просто делаю лоу-поли модели, потому что на них меньше заметно всяких косяков с текстурами. Кстати, да, текстуры. Сейчас у нас самый обычный пузатый пацан. Нам же нужен не обычный, а супер мощная дворовая единица. Текстуру лампы, как вы поняли, я тоже делал сам. И если с лицом особых проблем не было, то эту вонючую шапку я натягивал несколько часов. Для меня это был сущий ад. Я пытался реализовать разные методы, некоторые из них казались мне крутыми, но на деле были полным говнецом. В итоге вышло что-то такое. Кстати, пальто и джинсы я взял тоже рандомно из интернета, и в итоге вышло как-то так. Да, сзади не супер идеально, зато спереди вылитый лампа. Поздравляю нас, первый герой готов. Пожалуй, остальных пацанов я усерднее поищу на просторах интернета, чтобы было побыстрее по времени, которое у нас и так максимально ограничено. Я начал искать подходящие модельки, и тут я нашел, вы не поверите, да, серьезно, это просто алмаз среди груды камней. Я нашел это. Он идеально подходит мне по стилистике, но самое крутое то, что у этой модельки есть несколько разных текстур. Тут есть и набор качка, и пацана, и даже что-то похожее на полицейского. А это значит, что можно создать самых разных персонажей, используя одну эту модельку. Конечно же, я забираю его себе. Думаю, для начала создам парочку скинов. Первый скин будет отражающий лютого бандита из обычного русского двора. Даже не знаю, что выбрать. Идеально. Теперь возьмем еще один скин и заменим его текстуре лицо на лицо Адидаса из слова пацана. Надеюсь, все получится. Итак, вашему вниманию, я представляю нашу дворовую группировку пацанов. Ставь лайк, если вы пришился к ним. Мы создали дворовых пацанов, и теперь нужно построить для них двор. Сейчас это пустынное поле, но мы должны превратить его в благоустроенный для битв двор. Сначала построим границу из забора, чтобы игрок не смог убежать за текстуры от дворовых пацанов. Для этого я нашел вот такую модельку типичного заборчика и создаю границу. Думаю, такого размера будет достаточно для битв. Слегка поменяю угол у каждой частички забора, чтобы он не казался идеальным. Теперь строим дома. В интернете очень много разных многоэтажек, но большинство из них чересчур тяжелые по полигонам. Я нашел две самые подходящие модельки домов. Один старенький двухэтажный, а второй новинка пятиэтажка, которую мы увеличим в высоту путем надстройки еще парочки штук сверху. С этой пятиэтажкой, конечно, есть пару проблем. Например, это окна на уровне земли. Но будем считать это экспериментальным архитектурным нюансом.
шедевром. Отсылкой на закопанные дома в Санкт-Петербурге. Дальше я решил позволить современным технологиям улучшить наш проект. И попросил ChatGPT предложить мне парочку вариантов, которые должны находиться в любом пацанском дворе. Да, явно ему не хватает экскурсий по пацанским дворам. Сразу бы понял, что да как. Но несколько идей я все-таки стащу. Футбольные ворота. Влепим их сюда, люди будут выходить из подъезда и сразу получать лютый пас в лицо. Стол для пинг-понга. Думал поставить его сюда, но потом подумал, вдруг герой сможет выбраться с нашего двора, забравшись на стол, поэтому быстренько его уничтожаем. Думаю, на этом хватит помощи от ChatGPT. От себя я еще решил добавить парочку объектов. Я нашел вот такие вот полудохлые деревья, у нас же зима, поэтому самое то. И вот такой забавный гараж. Его автор явно недолюбливает одну какую-то и решил это отразить в своем шедевре. Этот гараж идеально вписывается в наш райончик. Кстати, вы тоже активно просили добавить предметы в игру в комментариях на ютубе, в телеграме и тиктоке. И я добавлю по несколько предметов, но займусь этим немного попозже, на финальном этапе. А сейчас наша локация плюс-минус готова к заселению. Добро пожаловать! Самое время вернуться к NPC и дать им интеллект. Для этого у меня есть система скриптов из моей старой хоррор-игры. В следующий раз я вам обязательно сниму видео про нее, а сейчас продолжим оживлять пацанов. Система состоит из нескольких скриптов. Я вкратце расскажу вам о ней, а полный гайд оставлю в описании. Первый из скриптов содержит поля, которые регулируют дистанцию и время для погони и атаки, а также угол обзора NPC. Еще скрипт содержит ссылку на аниматор, путь и вражескую цель для нашего NPC. Второй скрипт отвечает за путь, по которому NPC рандомно патрулирует локацию. Третий скрипт отвечает за текущее состояние NPC и переключает их, если необходимо. Сейчас у моих NPC есть 4 состояния: атака, погоня, стояние и патрулирование. В зависимости от окружающих условий NPC выбирает свое состояние и выполняет правила, описанные в нем. При стоянии NPC просто стоит несколько секунд на месте и переходит к патрулированию. В патрулировании NPC ходит от точки к точке в рандомной последовательности, пока не заметит врага. Как только NPC замечает врага, он переходит в состояние погони и начинает его преследовать, пока герой находится в зоне преследования. А если NPC приблизится слишком близко к нам, он переходит в состояние атаки и наносит свой фирменный удар. Теперь нужно добавить анимации для моделек. Для этого у меня есть просто супер-мега крутой сайт Mixamo. На нем есть множество анимаций для гуманоидов. Это модели с руками и ногами, как и люди. Я возьму для каждой нашей модельки несколько анимаций. Хочу сделать так, чтобы у наших пацанов на районе были разные типы атаки. Пусть лампа будет боец дальнего боя. Он будет брать снежок с земли и бросать в нас. Для этого создадим еще один скриптик, который будет содержать префаб снаряда и точку, из которой он будет бросаться. У нас это будет рука. Теперь привяжем функцию вызова броска к анимации. Получается, в определенный момент анимации будет спавниться снежок в точке спавна на руке. После мы воздействуем на него с помощью физической силы. Получается бросок. Я задаю рандомные значения броска, чтобы снежок летал всегда с небольшим разбросом. Вот что у нас получилось. Позже добавим механику разрушения снежка и нанесения им урона при попадении по нам. Перейдем к бандиту. Он у нас будет обычным боксером, который будет при приближении бить нас кулаками. Тут все максимально просто. Атака Адидаса будет поинтереснее. Для него я нашел анимацию вертушки, поэтому при атаке он будет крутиться в вихре несколько секунд. А теперь взгляните, как это будет выглядеть все вместе. Осталось только размножить их, чтобы организовать полное месиво. Но сначала займемся главным героем. Нужна 3D модель для персонажа. Изначально я хотел найти какого-нибудь смешного супергероя, будто бы им себя во сне представляет Чушпан. Но я нашел другую интересную модельку. Тут он типа лег спать и бегает во сне в трухолях. Нужно только доработать ему лицо. Вставлю лицо скалы. Теперь добавим возможность управления. Для управления от третьего лица можно взять простенький, но хороший ассет от Unity. Он позволяет добавить для вашей модельки основные виды передвижения: ходьба, бег и прыжки. Я перенес на нашего персонажа все скрипты, а также загрузил новые анимации с Mixamo. Отлично, теперь можно самому побегать по локации и посмотреть, как пацаны патрулируют местность. Но чтобы атаковать, нужно доработать персонажа. Качаем еще 2 анимации и создаем скриптик для атаки. Повесим коллайдеры на кулаки, они будут при столкновении наносить урон врагу.
А дальше у меня появились небольшие проблемы с анимацией. Я сделал 2 слоя для анимации. Один из них отвечает за руки, голову и тело, а второй за ноги. В теории это должно было позволить смешивать анимации, чтобы персонаж бегал и бил одновременно. Но у меня все пошло через одно место, и я потратил кучу времени, чтобы это хорошо смотрелось и работало. Зато теперь можно бегать и бить, бегать и бить. Дальше обновим цель для наших пацанов и размножим их по карте. На этом время челленджа закончилось, и я не успел реализовать несколько важных механик, таких как здоровье персонажа, перекаты, очки за уничтожение пацанов, а также звуки в игре. Если вам зайдет это видео, то я обязательно займусь доработкой игры, а также внедрю в нее ваши идеи. А сейчас покажу вам, что получилось на данный момент. Обязательно посмотри прошлое видео, в нем я делал игру по супер популярному тренду из TikTok. На этом все, спасибо большое тебе за просмотр, до скорых встреч.